Всем привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радиошоу», подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Давно не виделись, друзья! Как вы заметили, у меня был большой перерыв в работе. И поскольку у меня нет секретов от моих подписчиков, могу сказать, что причина в таком долгом перерыве – тяжелое расставание. Да, иногда трудно отпустить человека, с которым вы были вместе несколько лет. Но в жизни бывает все. Приятные встречи, красивые истории любви и не всегда красивые расставания. В любом случае, я верю, что все в нашей жизни к лучшему. Ведь сама жизнь – это лучший учитель. Кстати, об учителях. Тема нашего сегодняшнего выпуска – как найти идеального учителя? Если именно сейчас вы в поисках своего преподавателя русского языка, надеюсь, мои советы вам помогут. Сегодня у нас подкаст номер 107. Если вы смотрите видео на YouTube, вы можете включить русские субтитры. Если вы слушаете подкаст на Spotify, Apple Podcast или другой платформе, то вы можете зайти на мой сайт russianradioshow.com и бесплатно скачать PDF-файл с транскрипцией к этому эпизоду. Еще раз напомню, сегодня подкаст номер 107. В этом выпуске я поделюсь советами, как искать преподавателя онлайн, какими качествами должен обладать хороший наставник. А еще расскажу, когда стоит задуматься о смене учителя, если что-то идет не так. Также я поделюсь своим личным примером, как мне удалось найти идеального преподавателя. Вы готовы? Мы начинаем! Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радиошоу. Многие из вас наверняка задавались вопросом, где найти хорошего учителя, который поможет вам заговорить свободно, объяснит непонятные моменты и не даст потерять мотивацию. Казалось бы, сейчас столько возможностей, особенно в интернете, но выбрать того самого преподавателя бывает непросто. Когда я сам искал преподавателя, мне очень помог сервис italki. Возможно, вы уже слышали об этой платформе. Если нет, расскажу в двух словах. italki — это международная платформа, которая соединяет учеников и преподавателей языков онлайн. Вы можете заниматься один на один с носителями языка со всего мира. italki предлагает более 150 языков. Например, если вы изучаете русский язык, то вы просто выбираете его, и перед вами открывается список преподавателей из России, Беларуси, Казахстана и других стран, где очень много русскоговорящих. Очень удобно, что у каждого учителя есть видеопрезентация, описание, отзывы студентов и рейтинг. Все прозрачно и понятно. Александра, ты преподаешь русский язык на italki. Да? Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, какими качествами должен обладать идеальный преподаватель, идеальный учитель? Идеальный преподаватель, как мне кажется, должен обладать такими навыками, как больше не навыками, а способностью понимать человека, какой у него характер, чтобы понять, какую систему нужно применять для человека, изучающего русский язык, и создавать обстановку какой-то дружбы, чтобы человеку было удобно. Потому что, как мне кажется, очень важно уметь разговаривать, даже когда человек не говорит на русском, но уметь разговаривать и создавать уже дружбу между людьми. И второе, конечно же, это очень необходимо, это разбираться в своем языке, так как русский — это мой родной язык, и каждый раз развиваться в каких-то навыках преподавания. Итак, подведем итог. Значит, профессионализм важен, умение
понимать человека, его потребности, умение понимать студента, его потребности, умение создать такую дружескую, комфортную обстановку, да, Да. и желание самому тоже чему-то учиться и совершенствоваться. Все правильно. Абсолютно верно, да. Признаюсь, через iTalki я сам изучаю испанский и нашел отличного преподавателя из Торревьехи. Это была моя цель. Хотелось не просто подтянуть язык, а именно говорить с носителем, слышать настоящую живую речь, узнавать нюансы культуры. Благодаря iTalki я получил все это. У нас были живые разговоры на самые разные темы, от путешествий до грамматических конструкций. Я чувствовал, как после каждого урока говорю все увереннее. А еще учитель давал мне обратную связь, объяснял, как сделать мою речь более естественной. Вот почему я искренне рекомендую платформу. Она реально работает. Я сам проверил. Можно выбрать, когда вам удобно заниматься. Ранним утром или поздним вечером. Учителей много в разных часовых поясах. Цены тоже разные, можно подобрать вариант под свой бюджет. И платформа не требует подписки, вы просто оплачиваете уроки по мере необходимости. Хотите заниматься интенсивно? Покупаете несколько занятий в неделю. Заняты на работе? Берете паузу, никто с вас денег не списывает. Это большое преимущество перед офлайн-курсами, где обычно платишь сразу за месяц или семестр. Недавно на iTalki появилась и новая функция iTalki Plus. Это специальная подписка, которая дает вам дополнительные возможности. Искусственный интеллект помогает составлять персонализированные планы занятий, присылает конспекты после уроков, отслеживает прогресс и делает обучение еще эффективнее. 1 месяц подписки можно попробовать бесплатно. Советую использовать этот шанс. И у меня для вас есть отличный бонус. Если вы хотите попробовать iTalki, просто переходите по ссылке в описании и используйте промокод Russian5. Если вы забронируете урок на сумму в $10, вам подарят еще $5. Это предложение действует только для первых 50 человек, так что прямо сейчас воспользуйтесь специальным промокодом и изучайте русский язык с удовольствием. Русское радиошоу. Почему так важно найти именно своего учителя? Ведь от него во многом зависит наш прогресс. Хороший педагог может вдохновить, объяснить сложные вещи простыми словами, найти комфортный для вас темп обучения, а неподходящий, наоборот, способен отбить желание учиться. Конечно, можно пытаться изучать язык и самостоятельно, но зачастую без наставника мы топчемся на месте. Негде практиковать разговорную речь, некому исправить ошибки. Преподаватель же направляет, дает обратную связь и мотивирует нас. Благодаря этому вы учитесь гораздо эффективнее. Где искать преподавателя? Раньше выбор был невелик. Либо идти на курсы в языковую школу, либо искать частного репетитора по знакомству. Сейчас же на помощь приходит интернет. Онлайн-преподавателя можно найти, не выходя из дома. Есть специальные сайты и приложения, которые соединяют студентов и учителей по всему миру. И это огромный плюс. Вы можете заниматься с носителем языка из России, даже если живете за 1000 километров. Мой знакомый, к примеру, долго ходил на офлайн-курсы русского в своем городе, но в группе из 10 человек ему не хватало разговорной практики. За все занятие ему удавалось сказать лишь пару фраз. В итоге он решил попробовать индивидуальные занятия онлайн. Нашел преподавателя через специальную платформу, и разница оказалась колоссальная. 1 на 1 с учителем он начал говорить гораздо увереннее буквально за месяц. Этот пример показывает, что онлайн-формат открывает большие возможности. Кстати, пару слов о том, как выбрать подходящего преподавателя онлайн.
Прежде всего, определитесь с целью. Для чего вам нужен учитель? Например, один человек хочет подтянуть разговорный язык для переезда, другой – сдать экзамен, третий – начать с нуля. От этого зависит, какого специалиста искать. На некоторых сайтах преподаватели указывают свои специализации. Подготовка к официальному экзамену по русскому языку ТРКИ, бизнес русский, русский для путешествий и так далее. Обращайте внимание на профиль учителя. Там обычно написано образование, опыт работы, какие методики он использует. Также вы можете увидеть, есть ли у преподавателя профильное образование или сертификаты. Конечно, дипломы не все. Встречаются отличные наставники без специального образования, особенно среди носителей языка. Но если вам нужна четкая методика и глубокое понимание грамматики, наличие педагогического опыта и квалификации будет плюсом. Также для многих важно, чтобы преподаватель говорил на родном языке студента. Многим новичкам спокойнее, когда учитель при необходимости может объяснить что-то на английском или другом понятном языке. А кому-то, наоборот, хочется, чтобы на уроке не было никакого другого языка, кроме изучаемого. Полное погружение. Еще совет. Посмотрите видеопрезентацию преподавателя, если она есть. Многие онлайн-репетиторы записывают короткое приветственное видео, в котором рассказывают о себе. По нему можно понять манеру речи, акцент, энергетику человека. Иногда сразу чувствуешь: «О, мне нравится, как он объясняет. Хочу забронировать урок с ним». Ну и, конечно, читайте отзывы других учеников, если они доступны. Опыт реальных студентов поможет составить мнение. Также обратите внимание на личность преподавателя. По описанию и видео можно понять, строгий он или, наоборот, очень дружелюбный и веселый, как я. Кому-то комфортнее учиться с серьезным и требовательным наставником, а кому-то важно, чтобы уроки проходили в игровой форме. Здесь нет правильного или неправильного. Выбирайте стиль, который подходит именно вам. Наконец, не стесняйтесь сначала договориться о пробном уроке. Во многих случаях первая короткая встреча или урок по сниженной цене помогут понять, комфортно ли вам с этим преподавателем. Вы познакомитесь, расскажете о своих целях, а учитель о своем подходе. После такого пробного урока вам будет легче сделать выбор. Понятно ли объяснял преподаватель? Удалось ли вам поговорить и попрактиковаться в речи, а не только слушать? Было ли вам интересно на занятии и комфортно ли вы чувствовали себя с этим человеком? Если на большинство вопросов ответ «да», скорее всего, это ваш преподаватель, и можно продолжать занятие. Если же что-то важное вас не устроило, ничего страшного. Пробуйте урок с другим учителем. Именно для того и нужен пробный этап, чтобы вы нашли идеальный для себя вариант. Какими качествами должен обладать хороший учитель? Во-первых, идеальный преподаватель – это терпеливый человек. Он спокойно реагирует на ошибки, не раздражается, если студент не понимает с первого раза. Учить иностранцев непросто. Иногда нужно повторить одно и то же правило несколько раз. Терпеливый учитель будет снова и снова объяснять, искать новые примеры, пока вы не поймете. Например, вы можете 5 раз перепутать похожие слова или неправильно произнести трудный звук, а хороший педагог доброжелательно исправит вас в 6-й раз и поможет не совершать ошибку в будущем. Это очень важно, особенно когда вы только начинаете говорить и стесняетесь своего акцента или неточных фраз. Во-вторых, очень важным является умение адаптироваться к студенту. У каждого ученика свой стиль обучения, свои сильные и слабые стороны. Хороший преподаватель адаптирует план обучения специально для вас. Например, если вы не понимаете грамматику,
Он найдет дополнительные упражнения или объяснит материал, например, с помощью рисунков или аналогий. Важно, чтобы учитель был гибким, а не использовал один план со всеми своими студентами. У меня было много студентов, которые просили несколько раз повторять одну и ту же грамматическую тему. Были также и те, кто, наоборот, хотели, чтобы уроки были интенсивнее. Опытный педагог подбирает методы, которые работают именно для вас. В-третьих, умение ясно объяснять. Не каждый носитель языка может быть хорошим учителем. Нужно уметь объяснить то, что для носителя является понятным априори. Отличный преподаватель обладает талантом объяснить сложные вещи простыми словами. Он приводит понятные примеры из жизни, использует наглядные материалы, метафоры, делает все, чтобы ученик понял. Например, вместо того, чтобы мучить вас сложными грамматическими терминами, хороший учитель придумает и расскажет короткую историю, которая поможет вам понять правила. Конечно, на этом список качеств не заканчивается. Хороший преподаватель обязательно дает вам возможность говорить на уроке. Это ваше время практиковаться, а не его монолог. Если вы целый час только слушаете, как говорит учитель, пользы от такого урока будет мало. Педагог должен чаще выступать в роли слушателя, задавать вопросы, модерировать беседу. При этом хороший наставник всегда дает обратную связь. Он деликатно исправляет ваши ошибки, объясняет, как выразиться лучше, хвалит за успехи. Без обратной связи вы не будете знать, что делаете не так, а без похвалы легко потерять мотивацию. Так что хороший учитель соблюдает баланс. И поправляет, и поддерживает. Еще отмечу профессионализм и надежность. Что я имею в виду? Профессиональный преподаватель готовится к каждому уроку, планирует занятия, ищет материалы. Он приходит вовремя, не отменяет встречи без серьезной причины. Вы чувствуете, что ему не все равно. Он заинтересован в вашем прогрессе. В общем, настоящий профи горит своим делом и искренне радуется вашим успехам. Хороший преподаватель, на мой субъективный взгляд, должен немного быть шоуменом. Очень важно сделать урок интересным. Хороший преподаватель старается превратить учебу в легкое, но полезное развлечение. Он может пошутить на уроке к месту, привести забавный пример, придумать игру или нестандартное задание. Когда занятия идут весело и живо, учить язык гораздо приятнее. Если вы каждый раз ждете следующего урока с радостью, значит, ваш учитель все делает правильно. И в завершении выпуска мой личный список так называемых red флагов, тревожных звоночков, которые сигнализируют о том, что лучше найти другого преподавателя. Учитель говорит больше, чем вы. Урок превращается в его монолог, вы почти не практикуете речь. Учитель не готовится к урокам. Например, каждый раз спрашивает, что будем делать сегодня, не предлагая структуры или плана занятия. Он постоянно опаздывает или отменяет занятия. Бывает, вы сидите перед компьютером, а учителя все нет. Или за час до урока вам пишут, что сегодня не получится провести занятие. Вам не дают обратной связи. Вы выполняете задания, говорите, но не получаете от преподавателя ни исправлений, ни советов. Он не комментирует ваши ошибки или делает это крайне редко и поверхностно. Преподаватель не учитывает ваши цели. Скажем, вы просили больше разговорной практики, а он весь урок объясняет грамматику. Или наоборот, вы хотели разобраться в грамматике, а учитель только болтает ни о чем. Объясняет слишком сложно и непонятно. Если вы большую часть урока не понимаете объяснений учителя, а он не пытается их упростить, толку от таких занятий мало. Преподаватель должен говорить на языке, доступном вашему уровню.
исправляет каждую вашу мелкую ошибку, перебивая вас. Исправление ошибок — это хорошо, но если учитель останавливает вас после каждого слова, вы не успеете сказать и пары фраз. Нарушается естественность речи. Ученик начинает бояться говорить. Отвлекается на посторонние дела. Например, в середине урока начинает отвечать на сообщения, говорить по телефону или решать свои дела. Создает неприятную атмосферу. Может резко критиковать вас, смеяться над ошибками. После урока у вас портится настроение и пропадает мотивация. Я помню, как один мой учитель итальянского сказал, что у меня ужасный акцент, как у его уборщицы из Украины. Больше я не заказывал уроки с этим преподавателем. Постоянно говорит с вами на вашем родном языке. Конечно, на начальном уровне объяснения на родном языке могут быть нужны, но если у вас уже средний уровень, а урок почти весь идет на английском или другом языке, это тормозит прогресс. Вы платите за практику русского, но не получаете ее. И в завершении добавлю, что очень важно найти именно вашего учителя. Помните, преподаватель, который подошел одному человеку, может не подойти другому. Это нормально, ведь у всех свои цели и характер. Желаю каждому из вас найти именно своего идеального наставника. Если вам понравился этот выпуск, поделитесь им с друзьями и оставьте комментарий. Мне будет очень приятно узнать ваше мнение. А на сегодня все. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Изучайте русский язык с удовольствием и с русским радиошоу. Пока!